Когда было 45, я не потел. Вот сейчас 39 или 38, наверное. И я мокрый весь. Говорят, что после заката, если вдруг человек обычный, как я такой, да, зайдет сюда, то он сойдет с ума. Вот, друзья, давно я хотел сюда прийти, в это местечко. Это очень мистическое место. Небольшой, совсем маленький лес посреди города. И сразу чувствуется, что здесь другая атмосфера, здесь другой воздух. Здесь другая температура совершенно. И представьте себе, что весь Вриндаван когда-то был такой. Здесь, как всегда, пробка перед Банки-Бихари храмом. Я туда не пойду, потому что это бесполезно сейчас. Все купаются. Красота. А вода какая страшная. Вот так периодически чистят сточные каналы. Это то, что там скапливается, грузят на машины и увозят куда-то. Будет? Ача? Кул? Привет всем, намасте, мераба. Сейчас, наверное, где-то около 4 часов. Самое жаркое время. Думал, может сходить туда подальше, по парикрамной дороге, в сторону ашрама Деварахабаба. Ну сколько уже можно сидеть дома, просто выходить за едой. Сегодня сайты погодные пишут, что здесь 39-38, но такое ощущение, что вот больше 40. Дома не ощущается эта погода, я там полностью изолировал всю комнату. И окно завесил одеялами, там и пленкой заклеил, и дверь завесил одеялом. У меня дома нормально. Сижу в комнате, и непонятно, что на улице. Или там солнце, или на улице может быть облачно, может быть даже дождь идет. Я просто днем включаю свет у себя и сижу как будто ночью. Потому что все окна завешаны толстыми одеялами. Наверное, так и есть, где-то около 40, по крайней мере, не 48, не 46. Такой прям печки нету, но чувствуется, что температура стала ниже, а влажность выросла. И вот ощущение такое, что душно, душновато. И будет еще душнее, когда начнется дождь. Через несколько дней уже у нас пойдут дожди, вот солнечная погода. Последние дни сухие у нас. Пойду в кафешку, выключаю. Видите, они завешали и включили кондиционер. Рады. О, хорошо, как сегодня здесь с кондишкой. Вон у них кондиционер работает. Когда была аномальная жара, плюс 47-46, они не включали кондишку. Но, кстати, правильно делали. В такую жару кондиционер может выйти из строя, его внешний блок. Это же сплит, видите, часть его здесь, кондиционера, а внешний блок на улице. Хоть на них иногда и пишут до 50 градусов наружной температуры, но это на самом деле не так. Снаружи может быть и как бы 45, и 40, а кондиционер, он же выдувает горячий воздух наружу. И может так быть, что он вокруг себя делает вот такое облако очень горячего воздуха, и там температура может быть гораздо выше 50 градусов, если на улице нет ветра. Ничто не сдувает вот это облако горячего воздуха вокруг кондишки. И там может быть и 55, и он может легко просто испортиться, этот кондиционер, в такую погоду. Вчера делал видео про то, как сделать окру с рисом. Сегодня доел эту окру с рисом, есть наелся. Можно было бы здесь, конечно, заказать чего-нибудь, пиццу, например. Но не хочу пока есть. Но я заказал просто чай. Сейчас попью чаю и куда-нибудь пойду. Хочу себе вот такой стол домой. И стулья вот такие. Очень удобные стулья. Супер кресло. Говорят, во Вриндаване нету. Как минимум надо в Мадхуру ехать за такими стульями. Очень удобные кресла. Это сидишь и кайфуешь. Чаек хороший у них здесь. Вот такой, в керамическом стаканчике. Собственно, это вриндаванский прикол. В жару лучше пить горячие напитки, а не холодные. Как раз горячие напитки охлаждают тело. Помогают поддерживать температурный баланс. Сейчас немножко остынет, потому что мне даже трудно держать его в руках. Не жарко, вот я сейчас иду нормально. Ветерком так обдувает. Ну, как бы жарковато. Во многих странах вот такая погода, это самое жаркое.
У нас, блин, аномальная жара. Вот такая, как сейчас здесь. Ну, на самом деле, вот это... Уже можно ходить, можно гулять. Не сказать, что прям супер комфортно. Немножко жарковато, но нормально. Приемлемо. Уже не так, как было, потому что пару недель назад, вот если бы я в это время вышел на улицу, это было бы просто нереально. Быстрее что-то купить. Я периодически заглядываю на индийские погодные сайты, и они говорят, что волна жары ушла из Утар-Прадеша, ну вот со всей этой северной Индии. Хотя вот такая температура, например, для гималайских регионов, там, где прохладно всегда, там вот такая температура считалась бы волной жары, аномальной жарой. То есть это вещь вообще относительная. Там целая статья на сайтах индийских о том, как устанавливается вот это предупреждение о волне жары, об аномальной жаре. Там не все так просто. Во-первых, зависит от географической местности, какая там обычная температура. То есть считается не абсолютная температура в основном, а относительная температура, температура относительно обычной температуры для этой местности. Если у вас обычно там 22 градуса средняя температура. Рады, меня Халиба. Рады. How are you? How are you? Absolutely fine. And you? Good. We are going now. Just go to Yamuna a little bit because today is not so hot. It's okay. Today, yeah, all time, all day, all time also. Yes, now it's better. Because before I was like, Afternoon also. yeah, it was very. Yes, of course, they all thinking this all people also is something the 15, 12 days. Yeah. But it's all month also. I read many people died in Delhi. Okay, I hope now it's okay. Now you're seeing it? Well, maybe 5 days and rain come. Yeah, maybe. I don't know. So the God bless also. Yeah. Okay, see you. See you later. See you. Это мой друг, хороший парень. Там в кафе работает. У него кафе давно уже. Я про него рассказывал, я говорю, парня знакомого увидел и не узнал, он накачался, что у них этот джим, и он стал такой шкафчик такой квадратный, накачанный. Они все ходят в этот джим. Манго у него. Китна манго? 60 rupees kg. 60? Okay. 40 नहीं? Окей. И манго хороший у него местный, он говорит 60. Ну поторговаться и там может за 45 даже отдаст. Что я сейчас, нету у меня в планах покупать манго. Я вчера объелся, я купил килограмм манго. Я покупаю килограмм манго, я съедаю его сразу. Сколько бы я ни купил этого манго, я его съедаю все равно сразу. Купаются люди в Ямуне. Может мне искупаться. Хочется где-то искупаться. बोटिंग नहीं बोटिंग नहीं गाने वाली बोट है अच्छा ये बोटिंग राज्य भजम्बा में कुछ नहीं 100 रुपीस राधे вот что делается ये देखो स्नान के लिए बढ़िया जगह है да ये होता है вот что делается все купаются красота а вода какая страшная блин это ужасно. Такой запах, как на пляже во Владивостоке. Как будто на пляже во Владивостоке. В этой воды. Там, наверное, такая же вода по чистоте у нас. В черте города. Точно не лучше. Если вы отъедете куда-нибудь там подальше, уедете от Владивостока, от центра, куда-нибудь там в Андреевку, хотя там тоже стало уже грязно в этой Андреевке, стала туристическая такая помойка. А было очень хорошо раньше. В 90-х, в нулевых туда постоянно ездили. У меня друг жил, школьный учитель, в Андреевке в этой.
деревня там, где Андреевка, очень хорошее место, прямо на берегу моря. Вот мы ездили к этому Саше постоянно в гости, у него дом там был свой в Андреевке, так хорошо. А потом там застроили все вот те места, где мы ставили палатки, где мы отдыхали в 90-х, в нулевых, там все, короче, застроили какими-то вот такими вот палатками для туристов. Там люди тусят, там водку пьют и все делают, вот, что обычно люди делают на пляжах. Вот такие палатки, и там она одна к другой, вот так, тык-тык-тык-тык, и они там живут. Всю эту Андреевку вот так застроили. И больше мы туда не ездили. Этот Саша, наш друг, он уехал в Израиль с женой. Ну, жена еврейка, повезло. Уехал в Израиль и уже много-много лет живет там. Наверное, в нулевых еще он уехал. Ну, мы говорили: о, Саш, что ты уехал, нормально жил бы в Андреевке, хорошо. А сейчас, конечно, он, наверное, сейчас он думает, как хорошо, что я тогда уехал в Израиль. У него дочки, три дочки выросли уже, отслужили в армии. Там девчонки тоже служат в этой израильской. Повыходили замуж уже в Израиле. И, конечно, он сейчас смотрит на это, что происходит у нас. И думает, как хорошо, что я уехал в Израиль. Это сток, канализация течет из Вриндавана в реку. Вот она. Видите, вот это вот терпимо, и можно поснимать хорошее освещение. Я сейчас опять снимаю на свою старую камеру Sony. У меня есть новая камера, вообще новая камера DJI Pocket 2. И я на нее не снимаю сейчас. Вот она у меня в кармане лежит. В кармашке, в сумке. Не надо поснимать на вот эту Соньку маленькую. А эта камера Sony у меня очень давно. Еще, наверное, с 17-го года или с 16-го. С 17-го. Камера, она уже такая вся пошарпанная. Какие-то вот такие, знаете, на экране, если серое снимать, какие-то пятна появились такие. Они не очень сильно заметные, но я их вижу. Это что-то такие, как затемнение. Я думаю, что это на матрице. Сначала я думал, это на стекле что-то. Чистил это стекло. Оно не помогает. Ну, видимо, приходит ей потихоньку вот этот самый капздец. Приходит этой камерки. Хотя мне очень жаль. Она моя любимая камера. Сюда можно микрофончик подключить внешний. Обычный разъем 3,5 мм. Очень много у нее плюсов. Я сейчас иду, снимаю, да, жарко. Она не перегревается. Ничего с ней не происходит. У нее нет экрана, собственно, поэтому батарейка долго работает. Он и не нужен там никакой экран. Что? Нет, no. Ней. Ней, ней. Ней. You understand, ней? No, I don't want. Please. No, Please. thank you. No, Thank you. Ну, вот видите, какие цыгане, какие они настырные. Да не хочу я, не хочу я ничего. Machli. I don't want. I don't want. Please, everyone. No, no, please. Bonnie, please. Or, थोड़ा और. Они делают эти штуки и там продают туристам. Не, я не хочу. Все. Вон парень идет, видишь, белый? Вон русский парень идет. Иди ему дай. Вон парень там. Вон парень идет. Вон парень впереди. Вон парень, видишь, вон. Искадана. Не. आपको पिता माता कहाँ? मेरी माँ ऊपर. Упор? हाँ. Окей. पिता नीचे. Пита. Please. No, I don't know. I don't want. No money. मेरे father. Рупий не. Рупий не. Как только сказал, что денег нету, она сразу отстала. Говорю, рупий нету у меня, рупий ноги. И все. Отстала. Я уже говорю, где твой папа? Где твоя мама? Мама, говорит, умерла, а папа где-то там ходит. Говорю, апко мата пита кахахи. Где твоя мама с папой? Папа где-то есть, а мамы нету уже. Ну что ж, у меня тоже уже нету ни мамы, ни папы. Что теперь?
Ой. Жарко. Сейчас солнце должно зайти, и будет нормально. Мы сможем куда-то ходить. Жарко, но тем не менее можно гулять. Все-таки. Вот этот храм мне очень нравится. Классный храм, смотрите какое. Дерево офигенское. Это шиваистский храм. Ом Нама Шивая. И вот здесь вода есть. Видите, друзья? Можно водичку попить здесь. Питьевая вода. Обматывают вот эти бочки вот этими мешками, мешковиной. И мочат. Вот эту, если намочить водой мешковину, за счет того, что вода будет испаряться, вода, то есть внутри бака будет вода прохладная. Это такие красавцы. Шива Парвати. Смотрите, какие красивые. Супер. А вот так делают от обезьян. Хотя обезьянам это совсем не страшно. Вот так. Видите? Стекла битые вставляют в цемент. Здесь вот что-то ели, оставили. Видите, вот так всегда. Просто кидают не чтобы увезти. Раздают этот просад. И вместо того, чтобы поставить какую-то урну там, где вы раздаете эту еду, вместо того, чтобы мешки хотя бы положить, чтобы люди в эти мешки кидали после того, как они поедят. Не, они просто на землю кидают, и потом оно вот так лежит, гниет. Там Кришна, который убивает змея. Это Кришна такой. И вот здесь можно пройти по мостику. Мостик через речку из мусора. И вы попадаете вот в такой красивый храм. Вот моя тень. Привет, друзья. На меня лает, что-то я не понравился ей. Наверное, от меня кошкой пахнет. Мы с Сашей, когда тогда были в Шри-Ланке, там примерно вот так же было днем, в самое жаркое время. По ощущениям, хотя там температура меньше была, может, градуса 33 была, но влажность была 90%. Поэтому по ощущениям было вот так же. Я помню, мы ходили в этот Каргилс супермаркет. Он там такой охлажденный был, и мы там специально ходили туда под кондишкой походить, посидеть, поесть чего-нибудь, выпить какой-нибудь мохито. Красивое здание, смотрите, какое. Какой-то храм. Такое здание. А вход, главное, вон там кирпичами заложен. С этой стороны. Здесь был вход или окно было. Но почему-то заложено кирпичами. И вот здесь все окна. Окно это было, да. И вот здесь окна тоже все заложены кирпичами. Кирпичной кладкой. А почему так? Такая типа часовня, да. А, вот вход. Вот есть вход. Да. И здесь тоже вот в тени сидят люди. Да. Здесь люди сидят. И вон там я вижу божество. Там алтарь внутри. Да. Тоже, главное, два окна заложено кирпичами. А дверь есть. Вот, смотрите, я вам говорил про то, что здесь есть древняя кладка, которая мне нравится. Красивая древняя кладка. А есть современная кладка. Вот это древняя кладка. Видите, здесь уже раствор повываливался. Вот такие кирпичи. Тоненькие, кирпичи узкие. Это древняя кладка. Вот она. А сейчас вот чуть дальше пройдем. Вы увидите разницу. Вы увидите разницу. Древняя кладка, а вот современная кладка. Вот это современная кладка. И там вкрапление древней кладки. Как так получилось? Непонятно. А здесь вот прямо явно видно, да? Вот идет до сюда. Идет древняя кладка. А выше настроили уже сейчас обычные кирпичи современные, толстые. Когда было 45, я не потел. Вот сейчас 39 или 38, наверное. И я мокрый весь. И будет 34, будет еще
жарче, душнее. О, людей много. Сегодня, походу, выходные, да, почти. Почти выходные. Вот. Красивые краски. Сейчас еще немножко будет попрохладней. Во Вриндаване. Через несколько дней я потом схожу или на велосипеде съезжу туда, в ашрам Дева Рахабаба. Пока не начался сезон дождей. Сезон дождей начнется. Ямуна разольется, и вот этих понтонных мостов уже не будет. Придется туда ездить только на лодке. А сейчас 2 понтонных моста. О, как здесь прохладно. Вот как подуло ветром, как будто от кондиционера. Окрестности храма Шахаджи. Здесь. Будто здесь была эта лавочка. Лавочка, где ласи. Закрыто все. Ой, видите, что творится? Ну вот эти дети хоть работают, продают что-то, они попрошайничают. Это я поддерживаю. Помогают родителям, торгуют. Как можно в такую жару есть? Не представляю. Алютики. Алютики. Не, я пойду отсюда, друзья. Слишком много людей, слишком жарко. Да. Зато можно посмотреть на людей, да? Какие красивые индийские люди. Да, вот. И храм Шахаджи. Храм Шахаджи. Вон туда, если пойти, там можно выйти спокойно, выйти к Ямуне. Вот по этой дорожке. Более-менее спокойно выйти к Ямуне. Здесь вот такие же лавочки, ласи продают. Что-то я как-то не рискую в последнее время такие вещи пить в эту жару на улице, как ласи. У одного парня я пью там ласи всегда, никогда не было проблем, поэтому... Но сегодня почему-то его нет. Наверное, он выйдет на работу попозже. Чем-то, что-то в воздухе такое, что раздражает горло. Видимо, вот из этих чуваков, которые с кафешек, которые жарят там на этом масле, туда налево, если пройти, вот в эту арку, то мы попадаем в вот этот храм. Старый Мирабай храм. Мирабай, вот. Туда, если пройти, там этот храм. Но, кстати, не так уж и много белых храмов во Вриндаване. А этот вот белый. Чаще всего они такие здесь, из красного песчаника все. А этот покрашенный в белый цвет. Куда пойдем? Это вот опять дорога. Я сейчас вернусь туда, на парикрамную дорогу к Ямуне. К Ямуне. Вон она уже. Да, вот. Откуда пришел, откуда вышел, туда и пришел. Собственно. Вот такие продают хлопчатые штуки. Классные, кстати. Видите, тут павлинье, перья из павлиньего хвоста, типа нарисовано. Вот этот храм, я помню, после ковида, когда ковид практически закончился, вот сюда мы ходили с Мэри, в этот храм. Там дерево растет прямо внутри храма. Очень красивый. И тут столько людей было. И мы вечером ходили туда. Я сейчас понял, откуда произошли все вот эти местные догмы. Про то, что для духовного прогресса нужно вставать в 4 утра. Нужно не есть мясо. Нужно не употреблять алкоголь. Нужно принимать душ перед каждым действием. Перед поесть там. Надо подмыться, помыться. Поспать лечь надо, подмыться, помыться. Там, помедитировать надо, помыться. На самом деле это все от климата. В 4 часа утра вставать надо, потому что вот летом здесь, если ты хочешь что-то сделать, успеть, ты должен встать в 4 часа утра. Потому что в 10, уже даже в 8 уже жарко. Уже становится невыносимая жара в 10 дня уже. И вот у тебя несколько часов есть, чтобы все свои практики или какую-то работу сделать. Это все обусловлено жарким климатом. Да. А чтобы встать в 4 утра, тебе надо лечь
ну не знаю, наверное, в 10 или в 9 на закате. Вот это нормальная, естественная жизнь человека. То есть ты ложишься спать на закате, а встаешь на рассвете. Даже перед рассветом здесь 4 утра, где-то рассвет в 5 где-то летом. Поэтому это благоприятно в жарком климате. Если вы живете в холодном климате, это вообще не работает, друзья. Не надо всем советовать одно и то же. Все относительно. Если вы живете в жарком климате, то у вас другой ритм, другой режим. Во Владивостоке зимой вставать в 4 утра это совсем даже не благоприятно для вас будет. Надо вставать, когда солнце встает. Соответственно, зимой дольше спать, потому что ночь длиннее, летом меньше спать. И вообще спите, ешьте, как хотите. От этого практически ничего не зависит. Что касается вегетарианства, то вот здесь, в такую жару экстремальную, если вы будете есть мясо, мне даже страшно подумать. Да, я вот в Турции зимой я там ел курицу. Здесь мне просто даже страшно подумать, как бы я съел курицу в такую жару. Я бы, наверное, сразу откинул копыта. Если бы я съел курицу или выпил там пиво. Потому что все это порождает очень много тепла в организме. В холодное зимнее время, особенно когда у вас минус, не просто там зима плюс 10, а когда у вас в минус уходит температура, отрицательная температура, в это время нормально там съесть курицу кусок иногда, изредка хотя бы. Ну а вот в таком климате, здесь, особенно летом, это смерти подобно. То есть реально, если бы я съел весь курицу в самое жаркое время, мне было бы плохо, я не знаю, что бы со мной было. Или бы, если бы я выпил там какого-то алкоголя. Поэтому вот, если хотите бросить пить алкоголь, то можете приехать сюда летом. Когда 47, вам не захочется никакого алкоголя. И курить можно бросать, потому что употребление никотина, табака тоже в жаркое время, ну, как говорят курящие люди, со многими я разговаривал, сюда приезжают вот в такое время, им говорит, вообще не хочется курить. Я бросил, вот за месяц индийского лета, говорит, я бросил курить. Вроде как иногда хочется им курить, но они закурят, и у них прямо позывы на рвоту. И человек бросил курить вот так, прожив лето в Индии. В самое жаркое время. Здесь, на севере. Правда, потом снова начал курить, когда приехал к себе обратно домой. Но это уже другая история. Вот, друзья, давно я хотел сюда прийти, в это местечко. Как здесь хорошо и прохладно. Никогда не был. Первый раз мы с вами здесь. Это очень мистическое место. Здесь, во Вриндаване. Называется это место Сева-Кундж. В переводе с санскрита «сева» означает «служение». Помните, в ашраме Саи-Бабы работники назывались сева-далы, то есть добровольные служители ашрама. Кстати, я здесь первый раз за все время, что я во Вриндаване. Правда, все деревья закрыты. Только можно ходить тут по дорожке в этом лесу. Этот лес находится к юго-западу от храма Шри Радха Дамодары. И здесь, в маленьком храме в центре этого парка, паломники поклоняются картине, на которой изображается, как Кришна растирает стопы Радхарани. Я иду босиком, друзья. Здесь надо снимать обувь на входе. Слышно, вдалеке поют песни. Это как раз в том маленьком храме в центре леса. Там поют песни. Вон сидит макака. Привет, красавцы. Чем это место отличается от других храмов и святых мест Вриндавана?
Считается, что в других местах Радха и Гопи служат Кришне, а здесь, наоборот, сам Кришна служит Шримати Радхарани. Возлюбленная Кришны Радха была одной из Гопи на самом деле. Гопи – санскритское слово, которое означает «девочка-пастушка». В индуизме словом «гопи» принято называть группу девочек-пастушек-коров, которые в ряде традиций кришнаизма почитаются как вечные спутницы и возлюбленные Господа Кришны в духовном мире Галоки Вриндавана. В этом парке можно увидеть деревья туласи разнообразной причудливой формы. В основном здесь растут деревья кадамба, тамал и шьяма. Как живешь? Она сидит прямо в бочке с водой. Хорошо. Здесь есть храм, который закрывается на ночь, а утром все предметы, приготовленные для Радхи и Кришны, разбросаны, как будто бы ими пользовались. Однако Шрила Прабхупада утверждал, что все эти ночные танцы, о которых рассказывают местные, это плод фантазий, а предметы разбрасывают обезьяны, которых здесь огромное количество. Тем не менее, люди, приезжающие сюда, продолжают интересоваться тайной ночной жизнью Сева-Кундж. Сюда, в принципе, можно пройти, видите, ничего не закрыто. Но я бы не пошел туда, потому что очень много обезьян. Место обезьян. Привет, обезьянка. Хорошая обезьянка. Сева-Кундж называется это место. Классно. Что-то написано здесь на санскрите на стене, я не знаю что. Вот. Знатоки санскрита или хинди. Письменность одна и та же. У санскрита и хинди алфавит тот же самый. Может, вы знаете, что написано. Вот. Везде, где вода, там сидят обезьянки. Вот они сидят. Здесь и пьют воду, да, обезьянки? Красавицы. Обезьянки. Обезьянки-красавицы. Хорошо, да, водичка там. Там водичка. Водичка холодная. Хорошо. Не жарко. Обезьянки. Красавицы-обезьянки. Они здесь не боятся людей. Радуюсь я. Смотрите, какие растения классные здесь растут. Я здесь не был вообще никогда. Никогда. Первый раз за столько лет. Причем я мимо вот этих ворот проходил огромное количество раз. Мимо ворот. Куда здесь? Потому что я даже и не мог подумать, что такое место. Здесь какой-то лес. Думал, какой-то храм просто. А здесь, оказывается, вот такое место. Сева-Кундж называется. То есть я читал про это место, но не знал, что я мимо него прохожу постоянно. Я думал, это где-то надо идти, там как-то найти его. А оказывается, я постоянно иду с рынка как бы домой, вот мимо этого места, мимо этого леса. Ну, в общем-то, территория не очень большая. Смотрите, это стопы Радхарани, наверное, стопы или Кришны. Это Сева-Кундж, а еще есть Нидхиван. Вот такое же место, похоже. Надо туда еще сходить. О, ничего себе, обезьяны носятся. Про них всегда говорят вместе. Типа Нидхиван и Сева-Кундж. Такой прикольный, прохладный лабиринт. Вот чувствую здесь, вот здесь
как бы небольшой, совсем маленький лес посреди города. И сразу чувствуется, что здесь другая атмосфера, здесь другой воздух, здесь другая температура совершенно. И вот когда-то во всей этой местности было вот так. Росли вот такие деревья странные. Видите, такие интересные, необычные деревья. Они росли во всем Вриндаване, везде было вот так. И, конечно, здесь не было так экстремально жарко, как сейчас. Потому что все повырубали, леса повырубали. Осталось вот пятачки вот такие леса, за которым следят, ухаживают. Типа самое священное место во Вриндаване вот это. Да. А когда-то весь Вриндаван был вот такой. Вот такой был весь Вриндаван, друзья. Вот посмотрите на эти кусты, на эти вот интересные деревья. И представьте себе, что весь Вриндаван когда-то был такой. Конечно, здесь было прохладно всегда. 5000 лет назад. Да, наверное, и не 5000, может, 500 лет назад. Было еще так же, как 5000. Я не думаю, что эти деревья все повырубали вот очень давно. Уже сейчас, когда люди расплодились, очень стало много людей. А штат этот самый населенный. Здесь больше 200 миллионов человек живет в Утар-Прадеш. Ну и все, я выхожу уже. О, ничего себе, обезьяны скачут. Здесь все закрыто от обезьян. Вот где вот эти дорожки, специально это сделали, чтобы обезьяны не смогли на вас здесь напасть. Вон там, на открытом пространстве, они живут, а здесь нет, в переходах. Вот она, эта дорога, друзья, я по ней ходил миллион раз. А оказывается, вот за этой стеной как раз этот лес. Видите? Вот. И вот это ворота, это вход туда, Сева-Кундж. Да, вот такие ворота. Вон эти обезьянки. Они тоже приходят туда отдохнуть от жары. Еды там нет никакой, правда, для них, кроме растений. Здесь вот такая красивая картина. Она показывает, что здесь происходило в Сева-Кунже 5000 лет назад во времена Кришны. Ну и говорят, что сейчас по ночам вот то же самое происходит. Поэтому сюда никогда вы не сможете зайти после заката, вас не пустят. Говорят, что после заката Кришна и Радха возвращаются сюда, в Сева-Кундж, и вот с гопи танцуют. То есть делают то же самое, что они делали 5000 лет назад. И если вдруг человек, обычный, как я такой, да, зайдет сюда, то он сойдет с ума, если он все это увидит. Поэтому сюда никого не пускают в ночное время. Ну, даже и не только в ночное, просто после заката солнца закрывают и никого не пускают. Вот какой-то большой красивый храм здесь. Да. Вот, видите, вот эта вся стена, это вот этот самый лес, Сева-Кундж. Да. Это вся стена. Хорошо, немножко стало не так жарко, и уже можно гулять, снимать ролики. Хари Кришна. Снимать ролики про Вриндаван. Здесь очень много мест таких вот разных, интересных, и можно бесконечно снимать эти ролики про Вриндаван. Смотрите, какие ворота. Какая дверь. Дверь в Нарнию, друзья. А что там? А там Нарния. Нарния внутри. Еще одна дверь в Нарнию. Но это уже не в Нарнию, это современная железная дверь. Мне нравятся деревянные двери в Нарнию. Видите, друзья, вот это здание. Вот с такой красивой дверью. Это школа. Вриндаван Public School. Да? Вот она. Вот такие там окна. Желтенькие. Главный вход школы. Это Хогвартс. Местный вриндаванский Хогвартс.
Интересно, учат здесь всякие заклинания. Лохомора. Вингардиум Левиоса. Авада Кедавра. Вот она, дверь в Нарнию, друзья. Настоящая дверь в Нарнию. Обалдеть. И похоже, сейчас я снова выйду на рынок. На Лой-базар. Как-то такой круг сделал. Посмотрим сейчас, куда мы с вами выйдем. Пока что это вот узкая улочка, она не заканчивается. Не заканчивается. Вон, видите, антенны такие мобильные на крыше дома. Это как раз вот Jio, мобильный интернет. Компания Jio. Если у вас есть дом в Индии, вы можете позволить компании Jio поставить у вас антенну на крыше. И вам будут платить там примерно 50 тысяч рупий в месяц за это. За то, что вы позволили установить у себя на крыше вот такие антенны. Да, вот я вышел на Лой-базар, друзья. Рады. Рады. Я вышел на Лой-базар и сейчас опять вернусь туда, к храму. Но что-то мне не хочется туда возвращаться, там столько народу всегда. Да, может в другую сторону пойти. Вот так периодически чистят сточные каналы. Фактически канализацию. Вот эти кучи, это то, что там скапливается внутри сточной канавы. Вот такое черное. Они чистят оттуда, лопатами выгребают, грузят на машины и увозят куда-то. Здесь, как всегда, пробка перед Банки-Бихари храмом. Я туда не пойду, потому что это бесполезно сейчас. Мы пойдем направо сюда и выйдем опять туда, к Ямуне, на парикрамную дорогу. Конечно, самый короткий путь был бы через Банки-Бихари, но сейчас там нереально пройти просто. Даже здесь нереально пройти. Вот они все идут в Банки-Бихари. Я пришел точно в ту же точку, с которой я начал путешествие по этому базару. Вот этот храм, мимо которого я проходил, и сейчас я снова выйду на парикрамную дорогу. Здесь бизнес процветает. О, какой охладитель воздуха. Это супер штука на самом деле. Good? Ача? Cool. Распыляет воду просто. Такой атомайзер называется. Вот пока я ходил, друзья, началась пыльная буря. Смотрите. Вау. Надо быстрее домой. Видите, какой воздух стал? Ветер дует. Вау. Но в этом году на самом деле мало таких пыльных бурь было. Вот когда
Мы здесь были летом, во время локдауна было очень много пыльных бурь. Пыли здесь очень много, и поэтому, когда начинается вот такой очень сильный приземистый ветер, он поднимает всю пыль вверх. Получается пыльная буря. У меня аж на зубах скрипит пыль. Сейчас. Вон я уже вижу купол нашего дома. Отсюда видно.